Запомните, вы должны жить настолько интересной жизнью, чтобы ему всеми фибрами души хотелось участвовать в вашей жизни. У некоторых людей годы уходят на то, чтобы понять, чего же они хотят, для чего они родились. Но посудите сами, как его можно мотивировать на сверхдостижение, если ты сама не самореализована? Более того, если внутри тебя нет энергии, бегите от своего любимого, бегите от него, потому что в этот момент вы ничего ему не можете дать, вы только вредите. Итак, что касается самореализации и как искать свое любимое дело. Первое. Вспомните, что вы любили делать в детстве, что вам было так же легко делать, как дышать. Вот как дышать. Например, у меня это было пение, я могла выступать перед людьми, мне было это легко делать. Или рисовать кому-то, или кому-то ставить концерты, режиссировать, договариваться, организовывать какие-то выступления. Это было легко. Это все нужно выписать на список. Это первое, вспомнить из детства, вспомнить все, что вас радовало, все, что вам вот именно хотелось заниматься. Потому что все вот эти вещи закопаны в детстве. Очень часто бывает так, что люди думают, дело любимое должно быть обязательно связано с тяжелым трудом. Это стереотип. Давайте поговорим об этом. Например, мужчина любит играть в видеоигры, там, на Xbox. На самом деле, есть одна очень классная фраза, которая меня покорила в свое время, а может быть и есть. Вот это любимое дело жизни, это играть в видеоигры. И посмотрите, как много гениев, людей, которые на вот этих играх делают состояние. А если его любимое дело как-то развить и дать надежду и принять то, что он любит делать, и что кажется как бы на первый взгляд чем-то непонятным, чем-то глупым. Не обязательно связывать любимое дело или дело жизни с какими-то конкретными навыками. Любым вещам можно научиться. В принципе, я смотрю, что самый главный ресурс – это умение учиться. Например, Брайан Трейси в свое время, изучив немецкий язык, смог заработать на следующий год на $1 миллион больше, благодаря тому, что он просто изучил немецкий язык, и у него рынок расширился и на Германию. Одна из самых важных вещей в жизни – это уметь определить, какой еще один навык поможет вам увеличить ваш доход, или поможет вам самореализоваться, или поможет вам достичь каких-то показателей. Не обязательно, боже мой, отталкиваться от каких-то своих навыков. Ну вот вы все 10 лет учились в школе там с таким-то уклоном, с уклоном французского языка, допустим, или с уклоном математическим. Все, жизнь закончена. Родители хотели, чтобы получили вы это образование, но это не ваше. Спокойно, берем и изучаем что-то новое. Брайан Трейси тот же самый за 60 дней изучил, как моделировать и создавать стратегию для крупных корпораций. И на 60-м дне где-то ему поступило предложение от суперкрутой корпорации: разработай нам стратегический план. Это я к чему? Это я к тому, что очень важно брать и учиться заново, изучать новое, пробовать новое. Очень важный момент. Когда вы выбираете дело своей жизни, не обязательно, что это будет только что-то одно на всю вашу жизнь. Не обязательно. Это мой недавний инсайт, это мое недавнее озарение, осознание, потому что я думала, боже мой, ну это же вот так ответственно, это вот так же надо серьезно подойти, это ж на всю жизнь. Кто сказал, что на всю жизнь? Это стереотипы. И мне понравилась одна история из книги Барбары Шер. Она рассказывает о том, что была терапевтическая группа из 6 человек. Они друг друга поддерживали. Это как была команда успеха или группа успеха называлась. И была одна из женщин, которая была жена архитектора известного. Она была его помощником. Просто она не знала, какое у нее предназначение, и плыла по течению. Она была как бы придатком к своему мужу. И в то время, когда он наслаждался веселой жизнью, не знаю, ходила на светские рауты, вечеринки и так далее, она в это время делала бумажную его работу. То есть что-то чертила, что-то там делала.
и была как бы в тени, она не была самореализована. И в один из встреч, это было как бы на протяжении долгого времени, она как бы не понимала, чего она хочет. И вот на одной из встреч она сказала: я хочу управлять, как это сказать, на гонках, управлять собаками. Скажем так, все были в шоке. Эта команда «Успеха» на нее посмотрела такими вот глазами. Да, ну супер, ну давай, ну, ведь каждый начал что-то думать, как ее приблизить к этой мечте. Вот ей захотелось, наконец-то. Появилось желание. И вдруг она встречает какого-то мужчину на улице с этой поводьями для собак. Он, наверное, там выгуливал и говорит: слушайте, я хочу попробовать управлять вот этими собаками. Он говорит: да, ну попробуйте. И когда она довела, когда она сделала пару кругов, ей понравилось. Она захотела поехать управлять ими там на каком-то чемпионате. Но самое интересное, что она приехала после этого с огромным количеством эмоций, и команда «Успеха» у нее спрашивает: ну что, ты дальше будешь продолжать как-то там, не знаю, развиваться, совершенствоваться в управлении этими собаками? А она говорит: нет, теперь я хочу найти другую работу. Это была отправная точка для самовыражения. Не обязательно, что вам нужно определиться, что у вас будет только одно дело в жизни. Это стереотипы. Очень часто бывает в отношениях такая вещь, как растворение. Когда вы растворяетесь в своем молодом человеке или в своей девушке, это путь в никуда, потому что мы — это хорошо, но должно быть оставаться я и второе я, второго человека. Вроде бы вы его любите, но в этом растворении, да, если посмотреть со стороны, ваше тело уже как-то размыто, ваш организм, он прозрачный, вас нет. Вы — это что-то возле него, какая-то оболочка. И вы смотрите, что уже и рука отлетает от тела, голова куда-то перемещается, вас нет. Очень важно быть собой, самореализовываться, нести свой свет. У каждого человека есть внутри то, что он может дать людям, то, чем он может поделиться, раскрыть свой потенциал, свои творческие какие-то способности. Для женщин это особенно что-то женственное, какую-то красоту в них нести, вдохновение. Над этим нужно работать, себя нужно дисциплинировать. И в завершении хочу поделиться с вами списком 5 вопросов, которыми вы можете обменяться со своим спутником жизни, а также еще с 10 людьми, которых вы знаете. Первое, с кем вы этого человека ассоциируете. То есть, например, если это заполняет ваш парень, с кем он вас ассоциирует, с какими словами, с какими образами. Второе, чего добилась на сегодняшний день в этой жизни. То есть, что получилось хорошо, что получилось классно. Это второй вопрос. Тоже целый список можно писать. Желательно по каждому вопросу вариантов 10 написать. Третье. Вы какая? То есть он напишет про вас: ты там, не знаю, красивая, там, умная, рациональная, там, и так далее, и так далее. То есть третье — это какая. И тоже желательно пунктов 10. А вы, в свою очередь, про него. Четвертый пункт. Кем бы вы могли классно работать? Или в какой бы сфере у вас классно бы получилось? Какую деятельность вести? Пятое. Это навыки. Например, разбираешься в IT-технологиях, можешь быть классным мотиватором, или знаешь английский язык, или умеешь писать статьи, или умеешь классно танцевать или петь, или умеешь классно организовывать процесс. То есть это навыки, это 5 вопрос. После того, как вы соберете эти материалы, эти ответы, вам гораздо будет проще определиться или решить, выбрать то направление, которым заниматься в ближайшее время. Почему важна самореализация? Потому что вы имеете всегда возможность развернуться на 180 градусов и пойти в обратную сторону, если он вас обидит. И это всегда нужно помнить, потому что у вас есть собственная жизнь. Вы не оболочка его, вы не наполнение его, вы отдельный человек, которому просто классно вместе с этим мужчиной. Вам просто хорошо вместе.
Вот и все. Я очень рада, что количество подписчиков, количество участников этого канала растет с бешеной скоростью. И это высокая оценка для меня материала, которого я выкладываю на канале, и этих знаний. И если это видео было полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на этот чудо-канал. И помните, у вас все получится, потому что прекрасное настроение творит прекрасные миры. We gotta fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight for this love. We gotta fight, fight for this love. If it's what heaven is worth fighting for. We gotta fight, fight for this love. We gotta fight, fight for this love. We gotta fight for this love. If it's what heaven is worth fighting for.